Құрметті студенттер, ұстаздар, кездесуге жиналған қауым. Естеріңізде болса, 2010 жылдың 9 қазанында университетімізде Европадағы оқу атты жәрмеңке өткен болатын. Европадағы оқу. Біздің студенттер Европаның жоғарғы оқу орындарымен түрлі стипендияларын танысқан едіңіздер. Көп ұзамай Европа одағы елдерінің елшілерімен кездесіп, Европалық одақ пен Евразия ұлттық университеті арасында достық көпір атты дәрістер ұйымдастыруға келістік. Мұндағы мақсат сіздерді Европа одағының білім беру жүйесімен кеңінен таныстыру, берілген мүмкіншіліктерді пайдалану жолдарын қарастыру. Құрметті студенттер, тыңдарман қауым, Қазақстан Евразияның жүрегі, Европа мен Азияны, шығыс пен батысты жарғастырып тұрған мемлекет. Сондықтан Европа елшілерінің дәрістері Қазақстан мен Европалық одақтың халықтар арасында өзара түсіністікті дамытуға септігін тигізеді деп ойлаймыз. 200-ден астам шетелдік университеттермен ынтымақтасып келеміз қазір. Олардың ішінде Европалық жоғары оқу орындары ерекше орын алады. Бұған дейін Европа одағының Қазақстандағы делегациясының басшысы Словакия, Латвия, Грекия, Испания осы өткен жұмада Германия елшілерінің дәрістерін тыңдадыңыздар. Кеше ғана Қазақстан төрағалық еткен Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі құжаты осы мемлекеттің астанасы Хельсинки қаласында қабылданғанын білесіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға Қазақстанның европалық серіктестерінің бірі Финляндия Республикасының елшісі Микка Киннунен мырза дәріс оқуға келіп отыр. Микка Киннунен мырза өзінің еңбек жолында түрлі мемлекеттік және дипломатиялық қызметтер атқарған. Ол әлеуметтік ғылымдарының магистрі. Финляндияның білім беру жүйесі әлемдегі ең үздік деп аталады. Сондықтан Финляндияның жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық құру және нығайту біз үшін өте маңызды. Елбасымыз атап айтқандай, Қазақстанға Финляндиядағы білім беру жоғары стандарттарға ғылыми зерттеулерге арналған қаражатты бөлу кезіндегі бәсекелестікке, келешектің ұлттық инфрақұрылымға, ғылым мен бизнестің жігерін біріктіруге назар алу керек. Сондықтан бүгінгі дәріс сіздер үшін өте маңызды және пайдалы болады деп ойлаймын. Your Excellency, Mr. Ambassador Mikka Kinnunen, on behalf of the Eurasian National University community, I am very pleased to welcome you. It is a great honor to have you here, not only as an ambassador, but also as a prominent academician and a scholar. I am convinced that your lecture about Finland will be highly useful to our students and our teaching staff. Please, Mr. Ambassador, the floor is yours. Welcome to our university. Given by the EU ambassadors in Astana under the initiative A Bridge of Friendship between the European Union and the Eurasian National University. Finlandia we became members of the EU in 1995. We opened an embassy here in Kazakhstan a year ago. I have the honor to be the first ambassador, первый просывающий посол Финляндии в Казахстане. Спасибо. Я буду сегодня по большей части выступать на английском, поскольку знаю, что вы владеете английским языком лучше, чем я русским. По крайней мере, вы должны. Однако вы можете, пожалуйста, задавать вопросы на русском языке. Моя страна, Финляндия, не обладает существенными природными ресурсами, кроме лесов. И поскольку у нас нет никакой другой альтернативы, наша стратегия состоит в том, чтобы сосредоточиться на образовании и человеческих способностях. Мы ценим образование и уважаем знания. Поэтому для меня честь присутствовать здесь сегодня. I myself, when I was a student,
I studied at the University of Helsinki 20 years ago. Also, I studied 1 year as a graduate student in Tokyo, Japan. Today, I think a big majority of the Finnish university students study abroad during their university studies. The time of intensified globalization that we live, I'm sure, affects several ways of your studies as well. Уважаеми студенти, я хотел вас поздравлять. Дело в том, что I think as students you live excellent and great time of your lives, so enjoy and take full advantage of it. In university, one does learn practical skills. One might learn a certain profession. But I think on the other hand, having myself studied in a European university long time ago during the last millennium, I want to emphasize that I see university studies having an important role in helping the student to build his or her own brain, own mind, in building critical and analytical thinking. It is important to learn how to collect information, how to process it, and how to think independently. I think the point is that your mind and the understanding that you're building now will be an important tool for you for the rest of your lives. My academic background is in politics, political history, international relations, which I guess affects my thinking and my approach. So today, when I speak for about 30 minutes on Finland, I will speak about the history of my country, about Russia, about OBSE, about genderное равенство, education and innovations. I hope these are themes that we have something in common and that will be of interest for you. This lecture is not a coherent or a systematic one, but I hope to be able to give you some положительные импульсы и идей. As an ambassador of Finland, my job is to speak rather positively about my country. This is not difficult. Even if there are lots of problems in every country, including in Finland, I mostly believe in my product, Finland. That is, I'm proud of my country and I consider it as a privilege to represent Finland. So what about Finland? Следующий слайд, пожалуйста. Да. Обзорный американский журнал Newsweek отметил в августе прошлого года, что Финляндия является лучшей страной в мире для проживания, для человека жить. Исследования провели сравнение 100 стран по их образованию, системе здоровья, качеству жизни, конкурентоспособности экономики и политической среды. When it comes to this survey and Finland, I think the important message again is education. Finland received top scores in the sphere of education, and I think this is the reason why we were on top of this poll survey. Финская система образования имеет мировую известность, так как в обзоре Организации экономического сотрудничества и развития OECD PISA 16-летние финские ученики всегда были в главе списка в течение последнего десятилетия. В частности, мы хороши в естественных науках, математике и чтении. Education has created prosperity. It has safeguarded democracy in my country. It has evened differences between regions and social classes. Good education helps both individual and a country or society to benefit from the intensified globalization. Как Казахстан и Финляндия молодая страна.
Finland became independent only in 1917. At that time, Finland was one of the 7 new independent countries that were born in Europe at the end of the First World War, at the end of the Bolshevik, or after the Bolshevik Revolution. Next, similarly big wave of big amount of countries becoming independent in Europe, I think took place early 1990s when Soviet Union and Yugoslavia collapsed. One of these new countries was Kazakhstan. Финляндия и Казахстан были частью одной правовой единицы, то есть Русской империи, до 1917 года. И очевидно, в течение большей части прошлого века, до независимости Казахстана, финско-казахстанские отношения по-прежнему определились в контексте финско-советских отношений. If we look at Finland's political history, the importance of Russia is well reflected in 4 major changes in Finland's position over our history for the last 200 years. These 4 big changes are reflected over there. До всего этого Финляндия на 600 лет находилась под господством Швеции. Но в начале XIX века Россия и Швеция воевали. Швеция вынуждена была отдать Финляндию России. Мы стали великим княжеством финляндским в составе Российской империи на 108 лет. Второй пункт. После Первой мировой войны Россия ослабела. Произошла революция, Финляндия объявила о своей независимости. Лозунг тогда был «Мы больше не шведы, русскими становиться не хотим, давайте же будем финнами». Третий пункт Второй мировой войны. У нас было 2 войны в Советском Союзе и 1 с Германией. Что касается войны в Советском Союзе, Финляндия стала 2-й, то есть мы проиграли. Но важнее всего, что мы очень удачно проиграли. Нас не оккупировали. Мы не потеряли нашу независимость или демократию. Фактически всех тех европейских стран, которые были вовлечены во Вторую мировую войну, лишь столицы 3 из них не были оккупированы. Речь идет о Лондон, Москва и Хельсинки. 4-й важный пункт. После развала Советского Союза, конца Холодной войны, в 1995 году Финляндия стала членом Европейского Союза. Some conclusions on the history part. Finland has had to be innovative and occasionally opportunistic in its foreign policy. Due to the geopolitical location and our history, Finland is a strong supporter of a rule-based world and a rule-based international order with the United Nations in the heart of it. When it comes to an individual society, rule of law is better than the rule of man. When it comes to international relations, similarly, rule of international law is better than the rule of big countries. Хорошие отношения с Россией составляют главную цель в нашей внешней политике и в наших стремлениях как члена Европейского Союза. Когда дело касается формулировки политики Евросоюза с Россией. I think this is one aspect that both Finland and Kazakhstan share. For both of us, good relations with Russia is an important policy goal. ОБСЕ. Дух Астаны. А что такое дух Астаны? Что это значит? I think дух Астаны ОБСЕ is another thing that connects Finland and Kazakhstan.
Whereas the 7th OSCE summit, Sidmoy Summit OBSE, was held in Astana last December, the first summit of the OSCE was held in Helsinki in 1975, 36 лет назад. OSCE, to some extent, is a Finnish innovation and a result of the work of Finnish politicians and diplomats. Helsinki заключательный акт 75 года стала основной для ОБСЕ. Фраза «дух Хельсинки» или «дух ОБСЕ» отображают хорошие отношения между главными силами, передают атмосферу согласия и дружбы между народами. Helsinki заключательный акт стал основой для ОБСЕ. Также он стал основой для будущих главных документов ОБСЕ, таких как Парижская хартия для новой Европы или Стамбульского соглашения 1999 года. В 1975 году была создана платформа, которая позволила как большими, так и малым странам общаться на равных и находит общие подходы к решению проблем. Дух Хельсинки открыл новые возможности для диалога между противостоящими в холодной войне сторонами и способствовал воссоединению Востока и Запада. Это было существенным достижением для Финляндии, которое усилило нашу собственную позицию в Европе. Равноправие и гендерное равенство. I think this is an actual topic, as only last week we celebrated the International Women's Day, 8th of March. I think several presidential candidates at the Kazakhstan presidential election voiced opinions that they wish to improve the equality in Kazakhstan and the position of women. Finland is very proud of its policy of equality between men and women. Нисколько слов об этом. В 1997 году Финляндия стала первой страной в мире, где женщины получили все политические права, то есть право на голосование и право быть избранным в демократических выборах в парламент. В данное время большинство министров существующего правительства, нашего правительства, 11 из 20 являются женщинами. Доля женщин среди членов парламента 42%. Наш президент также женщина, наш премьер-министр также женщина. Там, пожалуйста, финский опыт. When looking at higher level of education in Finland, women are amongst the best and highest educated in Europe. С 1987 года среди закончивших университет большинством были женщины. Уже больше 20 лет. Equality, I think, is a win-win situation. Both men and women gain from equality. Как женщины, так и мужчины получают выгоды от укрепления равенства между полами. Несколько слов о Scandinavian cooperation, Nordic cooperation. EU membership is an extremely important thing for Finland, but important part of Finland's image is also the fact that we are a Scandinavian country. We are a Nordic country, together with Sweden, Norway, Denmark, Iceland. Did we have the map of the Nordic countries? I think when we speak of issues like equality between men and women, issues of excellent quality of education, good governance, rule of law, active civil society, transparency and very low level of corruption, high competitiveness,
etc., one always finds Nordic countries on top of lists of this type. На самом деле, у нас уже в 1954 году вступил не безвизовый режим в Скандинавии, а беспаспортный режим. То есть мы могли путешествовать без паспорта в Швеции, Норвегии, Дании. Также единый рынок труда уже почти 60 лет назад. Это Финляндию, например, очень помогло. The Scandinavian model is said to combine the economic efficiency of the Anglo-Saxon model with the welfare state benefits of the continental countries. Ideally, the Scandinavian model combines the dynamic economy with a strong effort to gain a high equality between citizens. Последние слова хотел что-то говорить об инновации. I think this innovation question is increasingly more important. Also, it has to do with the Scandinavian model that I mentioned. All the economies in Europe, all the countries, we have big economic problems. Innovation is one way to improve our economic situation. Finland is very famous for its innovations and high-level expenditure on research and development. Obviously, it's not only Finland who's doing this. Most of the countries in the world wish to increase productivity. They wish to increase competitiveness through innovation. Increasingly, policymakers are focused on entrepreneurial innovation as a key to higher levels of economic growth. Целью инноваций политики правительства Финляндии являются улучшение конкурентоспособности, создание экономического роста и, самое главное, улучшение благосостояния наших граждан. Финляндия начала развивать инновационные системы в начале 10-х годов. С недавних лет мы занимаем ведущее место во многих обзорах и рейтингах по инновациям и сравнительных таблицах по затратам на науку и развитие. Мы используем 4% нашего ВВП на research and development, то есть науку и развитие, что является третьим самым высоким в мире после Израиля и Швеции. 1/3 этих инвестиций поступает от государства. Таким образом, государственное финансирование выступает катализатором для компаний инвестировать больше в research and development. С иными словами, в течение последних 20 лет электроника и информационные технологии, так называемый феномен Nokia, обогатили Финляндию и помогли модернизировать также более традиционные структуры нашей экономики и промышленности. Finlandia, Suomi became a Nokia land of innovation. Развитие и успех Финляндии привлекает большой интерес к нашей стране. В Казахстане нам была оказана честь проявленной заинтересованностью к финской модели и опыту. Финляндия и наше посольство сотрудничают с Казахстаном. Мы предлагаем наш опыт. Этот вопрос как помощь развить сотрудничество и добиться конкретных результатов есть основная задача и тема для посольства. Уважаемые студенты, Finland cooler than you think. Finlandia горячее, чем вы думаете. As someone said, if Finland would not exist, we would have to invent it.
Я благодарю за внимание. Так, уважаемые студенты, вы из первых уст услышали очень интересную лекцию о Финляндии. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Не в порядке вопросов, а в порядке такой информации могу сказать тоже, что вот сейчас в выступлении господина посла вы услышали, что 4% от ВВП страна расходует на развитие науки и развитие. Research and Development. Это одна из высоких процентов от ВВП, потому что даже такие страны, как Америка, меньше. Вы же сказали сейчас, значит, Израиль и Швеция. Да. Вот. Но для сравнения можем сказать, что в России чуть больше 1%, у нас около 0,3%. У нас одна из высоких затрат в странах СНГ. И вот сейчас ставится задача о том, что вот новый закон о науке, как мы будем развивать науку. И более того, я должен сказать, что в Министерстве образования и науки в основном используют для развития науки модель развития науки финский опыт, модель развития науки в Финляндии. И очень много финских компаний работает сейчас. Буквально недавно приехала, вот наши коллеги не дадут мне соврать, из Оулу, университета Оулу специально, значит, стать распространять опыт для того, чтобы развивать вот инновационные подходы, инновационный прием. Пожалуйста. Good afternoon. First of all, thank you for such a nice lecture. I think that thanks for it. It was really great, and you're welcome to our Eurasian University. And I think that everybody now understood that Finland is really cooler than we thought before. So my question is about what kind of relations are between our country and Finland, and what can Finland afford for us, for education? I mean, how are there any programs where we can study in Finland, in universities especially? Thank you very much for the question. Thank you for the kind words. Relations between Finland and Kazakhstan, I think, are very good. And I think they will be more balanced when Kazakhstan, hopefully quite soon, will open its embassy in Helsinki. Basically, Finland is interested in expanding trade relations with Kazakhstan. The official Kazakhstan is very interested in model of innovation, education and science in Finland. I think when it comes to studying in Finland, me and my colleagues, I think we were here like 2-3 months ago explaining different possibilities, kak učitsa Finlandi. Basically, I think we very much recommend it to study in Finland because Finland's university system is very good. And so far, at least until now, it's still besplatna, it's free for foreigners as well. And we have about 450 different programs in English for master and bachelor level. I think if you visit our site, the embassy site, you can find information about Образование Финляндии. And me or my colleague Aigul will be very happy to give you this one list of this silky as well. You can also share it with your friends. Thank you very much. Thanks. Еще есть вопросы? Пожалуйста. So if there is no more questions, Your Excellency, Mr. Ambassador, my name is Kamila Adilgalieva, and I am a Minister of Foreign Affairs of U.S. government of our university.
First of all, I'd like to thank you for such an interesting lecture. It was really, as for me, I'm a future diplomat. It's really interesting. So let me present you a souvenir with symbol of our university from our university students and our US government. Давайте я попрошу. Среди студентов сколько среди вас планируют учиться в зарубежном во время, вот, когда вы в университете? А кто-то уже был? Это, что это значит? Примерно 25-30%? Больше? Хорошо. Надо глобализировать. Уважаемый господин посол, Каргин Жумат Бесимбек, декан физико-технического факультета. У меня вопрос такого рода. Как мы убедились по вашей лекции, действительно, Финляндия довольно-таки высокоразвитая страна, которая вот по уровню развития инноваций находится, вот как мы видим, на 3-м месте. Вот, пожалуйста, вопрос такого рода. Как вы видите вот, перспективы развития вот, взаимоотношений вот, между нашими странами в части того, чтобы Финляндия или финские, будем так говорить, технологии пришли к нам сюда? В принципе, по большому счету, здесь каждый второй имеет, допустим, финскую мобильный телефон, допустим, так? Но это все производится где-то на стороне. А нам бы хотелось бы, может быть, допустим, чтобы у нас такие же технологии развивались. На первых порах с вашей помощью. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я однажды где-то написал, так что посольство и я лично мой 100%, 110% поддерживаем подобную работу. Но такие основные принципы. Во-первых, думаю, что Казахстан должен определить, оценить, какие элементы именно нашего опыта Финляндии могут быть приемлемы. Во-вторых, поскольку Финляндия это маленькая страна, у нас мало ресурсов. Это нам надо прийти к ситуации win-win, когда обе стороны могут иметь выгоду от сотрудничества. И поскольку возможности нашего правительства ограничены, эта вторая предпосылка подразумевает, что с финской стороны больше количество сотрудничества должно быть из частного сектора, компаний и фирмы. Еще что-то хотел добавить, но сейчас забыл. Спасибо. Так, ну, если нет вопросов, давайте от вашего имени я бы хотел поблагодарить нашего лектора. Мы эти лекции специально организовываем для того, чтобы у вас было полное представление об этой стране, о странах Европы. Вот последняя лекция была в Германии, я уже говорил. Сегодня, я думаю, мы получили очень хорошие, полные впечатления о Финляндии. Я могу буквально 2 слова сказать, что я лично имею очень хороший опыт сотрудничества с учеными Финляндии. Вот, в Финляндии есть такая организация, называется Центр радиационной безопасности. И вот когда мы проводили исследования по Семипалатинскому ядерному полигону, генетические последствия действия ядерного излучения, и мы организовывали специальную группу с финским вот этим центром ядерных исследований. И мы сделали очень хорошую работу, которую опубликовали в одном из самых престижных журналов Science, вот вместе с коллегами из Финляндии. И наш проект был назван лучшим проектом в Европейском Союзе. Так что я хочу поблагодарить вот наших финских коллег,
могу здесь официально поблагодарить, значит, и сказать, что у нас есть опыт, это чисто мой личный, но я думаю, что у студентов, у наших будет после сегодняшней лекции большие возможности не только обучаться, но и проходить стажировку и обучаться в университетах Финляндии. Еще раз, господин посол, огромное вам спасибо за вашу лекцию. И мы будем рады с вами узнать еще больше о финских университетах, о финской науке из первых уст. Огромное спасибо вам большое. Спасибо.